Потрясающе! Видео Джанкук, где он танцует с Кельвин Клейн, покоряет мир. Привет, Арми! Добро пожаловать обратно в Поп-Апдейт. Место, где оживают истории страсти, таланта и судьбы. Если вы здесь впервые, не забудьте подписаться, потому что здесь мы не просто сообщаем новости кей-поп. Мы чувствуем каждый удар сердца, стоящий за этой историей. И сегодня мы представляем вам кое-что особенное. Историю об одном человеке, одном видео и 14 секундах, которые остановили мир. Это последняя глава Джанкука, золотого величия BTS, который в очередной раз переписал определение мирового влияния. Видео, которое потрясло интернет. 21 октября 2025 года весь интернет снова содрогнулся. Кельвин Клейн, один из самых престижных модных брендов в мире, выпустил 14-секундный рекламный ролик для своей предстоящей весенней коллекции 2026. Он был простым, минималистичным, никаких ярких эффектов, никакой фоновой музыки, просто серая студия и мусорная кухня, но воздействие необычайное, как буря в тишине. В этом коротком клипе Джанкук появился в большой джинсовой куртке и свободных джинсах. Образ такой непринужденный, естественный, но заряжен неоспоримым магнетизмом. Его взгляд острый и уверенный, его движения спокойные, но властные. Каждый кадр казался живым, как будто сама камера была очарована его присутствием. И затем под определенными углами фанаты уловили тонкую деталь – слабый проблеск его татуировок под джинсовой тканью. Эта единственная деталь привела миллионы армий по всему миру в безумие. Это больше не была просто мода, это было личное, это было искусство, это был мусор. Фраза, которая взорвала интернет. В клипе не было произнесено ни слова, но послание было ясным. На экране появилась одна фраза «Вы носите Келвинс?». Вопрос настолько простой, но такой дразнящий, что он мгновенно стал новой мантрой социальных сетей. В течение нескольких минут временные рамки взорвались. Фанаты оставляли комментарии вроде «Я не носил Кельвин Клейн, но теперь хочу». И только Юнкер может заставить 14 секунд ощущаться как целый фильм. SA Pop Culture, подразделение спортивных лыжников, ориентированное на кей-поп, первыми поделились этим клипом. И всего через несколько часов он стал одним из самых распространенных видео на X. Армии сделали то, что у них получается лучше всего. Ремиксы появлялись повсюду, замедленная съемка, художественные воссоздания и даже фанатская реклама, вдохновленная иконным монохромным стилем Кельвин Клейн. Интернет снова склонился перед одним именем – Джанкук. Момент совершенства. Этот момент стал еще более впечатляющим благодаря моменту. Всего несколько недель назад Джанкук посетил неделю моды в Нью-Йорке 25, представляя Кельвин Клейн среди ведущих мировых моделей и дизайнеров. Но он был не просто гостем, он был моментом. Возвышаясь среди мировых икон, он переосмыслил, что значит быть одновременно артистом и музой. Каждый раз, когда камера находила его в толпе, свет фонаря, казалось, горел ярче. Модные редакторы шептали его имя, дизайнеры называли его лицом новой эры. Потому что когда Джанкук входит в комнату, вы видите не просто знаменитость, вы видите ауру, уверенность, спокойную, но притягательную. И та же энергия теперь излучается через эту новую компанию Кельвин Клейн. Продолжение партнерства, которое началось в 2023 году, но ощущается сильнее, чем когда-либо. Джанкук превозносит Клейна. История за пределами моды. За 2 года это сотрудничество выросло в нечто особенное. Это не просто маркетинг, это синергия, прекрасное столкновение музыки и моды. Идеальная гармония между первозданным искусством и элегантным дизайном. Со времени его первой кампании каждое фото, каждое видео, каждый закулисный момент вызывали волны восхищения по всему миру. И поклонники согласны, Джанкук не просто носил Кельвин Клейн. Он преобразил его, он переосмыслил бренд из классического джинсового бренда в символ мужества, свободы и современной чувственности. С выходом этой кампании весной 2026 года послание становится глубже, почти поэтичным. Никакого громкого саундтрека, никакой хореографии, только неподвижность и присутствие, приковывающие внимание всего мира. Каждое движение, то, как он застегивает пиджак, как студийный свет скользит по его коже, ощущается как искусство в движении. Портрет элегантности, облеченный в простоту. Восхождение мировой иконы моды. Эта кампания представляет нечто большее – эволюция Чонгука.
Он больше не просто самый младший участник BTS. Он стал иконой моды по праву, фигурой, определяющей современную эпоху мировой эстетики. И что делает это еще более вдохновляющим, так это то, как он сделал это, не теряя себя. Он все тот же наркоман. Скромный, спокойный и тихо сильный. Он не гонится за трендами, он их создает. Кальвин Клайн прекрасно это понимает. Они не пытались его изменить, они просто усилили его сущность. Эту непринужденную уверенность, эту необузданную подлинность, эту притягательную таинственность, которой обладает только он. Потому что эта компания не только о дениме, она о том, чтобы чувствовать себя комфортно в своей собственной коже. Это о том, чтобы быть смелым быть собой, точно так же, как Чонгкук на сцене, на экране и в жизни. Мировая реакция. В течение 24 часов крупнейшие издания от Vogue до Harper's Bazaar похвалили Эдерс за мастер-класс по минималистичной чувственности. Модные критики назвали Чонгука новым лицом современного бунтаря, а дизайнеры аплодировали его редкой способности заставить деним выглядеть роскошно, подвиг, которого достигли лишь немногие артисты. Армия праздновала громко. Некоторые говорили, что это не просто компания, это история. Момент, доказывающий, что корейский артист может переопределить стандарты мировой моды. Каждый раз, когда Чонгук появляется для Calvin Klein, это не просто сотрудничество, это культурное событие. Встреча двух миров, где кей-поп встречается с высоким искусством, музыка живет на новом рубеже Бэмера. И пока мир моды заворожен, музыкальный мир тоже продолжает чтить его. 19 октября 2025 года Spotify подтвердил, что хит Чонгука «Glimmers», официальный саундтрек чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре, превысил 500 миллионов прослушиваний. Это 500 миллиона прослушиваний для песни, которая продолжает вдохновлять миллионы лет после своего релиза. Dreamers никогда не была просто песней, это было посланием о надежде, мужестве и единстве. С момента своего дебюта в ноябре 2022 года он достиг первого места в iTunes в 102 странах и поднялся на второе место в мировом чарте Spotify. Даже сейчас он продолжает расти, доказывая, что отличная музыка никогда не угасает. И на YouTube живое выступление Dreamers на церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA превысило 420 миллионов просмотров, сделав его самым просматриваемым видео в истории официального канала FIFA, рекорд которого мог достичь только один человек – Джон Джункук. Поэтому, будь то 14-секундная реклама или 4-минутный гимн, влияние Джанкука остается неизменным, безвременным. Ему не нужны слова, чтобы заставить мир слушать. Ему не нужен шум, чтобы вызывать эмоции. Он просто есть. И, возможно, в этом и секрет. В эпоху, когда все кажется быстрым и громким, Джункук напоминает нам о силе тишины, красоте аутентичности. 14 секунд, один человек, одна легенда, и мир снова влюбляется в Джанкука, художника, который превращает деним в поэзию, а тишину во что-то незабываемое. Спасибо за просмотр Pop Update, где мы воспеваем искусство, страсть и наследие самых вдохновляющих айдолов мира. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы узнать более глубоких и трогательных историй о неповторимом Джанкуке из BTS.